А я еще человек с больной головой. Я набрал кредитов. У меня долгов прилично. Дайте эти деньги, выпустите меня отсюда. Просто полетел в Аргентину. Взрыв головного мозга. Я приехал с разбитой этой головой. Я не знаю языка никакого. В аэропорт и такой, ну, долетел. Лоб в лоб с жизнью. К этому переезду вообще не готовился. Бомж в Аргентине. Слушай, Брон, давай попробуем, ну, чисто вот про твою историю, насколько там это возможно. Ты из России когда вылетел? Я выехал лето, там, 3 дня до мобилизации. То есть я к тому времени уже все, что у меня было, я продал, дела завершил. И, ну, все, то есть я был бомжом. Ты все продал, да? Я все продал, да, что не мог продать, я оставил. Просто оставил, то есть как бы раздал людям, потому что я понимал, что у меня все уже подкипает, я не могу оставаться. События, скажем так, накалялись, и у меня в голове было уже ощущение тяжелое. Я сидел на успокоительных, и ну, в какой-то момент все, я такой, ну нет, надо просто уже ехать. То есть я хотел еще продать машину и взять гитару и полететь вот в Беларусь к брату, чтобы там хотя бы более или менее как-то прийти в себя, потому что я уже был неадекватен. 24 февраля это была, ну, такая, как бы, получается, крайняя точка кипения. У меня это сложилось еще в одну кучу, то есть я предыдущие года хоронил близких, то есть в Новый год я похоронил мать, и получается буквально тут январь, через 2-3 месяца еще начинается война, у меня накаляются отношения в семье, также, что человек не совсем меня как бы слышит и понимает, и война меня, ну, конкретно сказать, взорвала. Я только как бы осознал, что я могу натворить просто, ну, дичи. И, соответственно, ну все, не оставалось такое ощущение, что ты понимаешь, что если ты здесь останешься, ну, ты тупо сядешь. Вот у меня было ощущение, что если я здесь останусь, ну, скорее всего, я сяду. Я не смогу молча на это все смотреть. А если я А если я уеду, то есть шанс, типа, ну, что как-то, ну, какой-то другой путь развития пойдет. Вот я с таким ощущением уезжал. Там у меня полное ощущение безнадежности в России было и предрешенности какой-то, обреченности. А тут как бы путь очень тяжелый, неизвестный, непонятный. Ты просто отрываешь все, что есть, уезжаешь от худшего как бы. С надеждой, что, возможно, ты где-то сможешь пригодиться и где-то все-таки, ну, тебя ждет более интересная дорога. Да. Но если опять же смотреть объективно на все страны, которые существуют на планете Земля, идеальных очень мало, то есть, потому что в основном картинку мы видим, которая, да, там страна такая хорошая и все, а по факту, когда ты приезжаешь, ты, ну, видишь и минусы этой страны, они безусловно есть, и тут просто, ну, накалилась ситуация, и многие уехали из-за войны, несогласия с политикой. И когда ты в своей стране живешь и понимаешь, что ты пыль, ты никто, а когда началась война, ты мясо. Ты просто мясо, то есть, и ты чувствуешь себя мясом, что ты не должен, там, бизнес, не бизнес, у тебя, если есть бизнес, он маленький, это недостаточно, если у тебя хорошая работа, этого тоже недостаточно. На данный момент тебя расценивают как мясо. Просто, ну, да, мясо, и непонятно, то есть, ну ладно, непонятно за что сражаться, не чувствуя там, что родину надо защищать от кого-то. Да, ну вот и в Белоруссия была, как это сказать-то, перевальной какой-то точкой такой, да, получается, привалом был некоторым. Да? Как ты? Ну ты из России уезжал в Белоруссию, ты еще не знал, да, что будет дальше? Ты что, в Аргентину полетишь? Вообще никакого представления не было, что я куда-то двинусь, я уже не соображал в тот момент, и как я, допустим, выбрал Аргентину? Никак. Мне с нескольких источников просто прилетело название какое-то Аргентины. Я не смотрел ни видео, ни что, как она, что, почему. Но я сделал документы. Зачем? Понятия не имею. Договорю про как я оказался в Беларуси. То есть у меня щелкнуло, и я планировал продать машину, но в голове уже совсем было тяжело. И в итоге я не собирался особо куда-то, то есть вчера, грубо говоря, мне стало плохо, сегодня я сел в машину и поехал, потому что все, то есть я уже не думал, там, как бы билеты, не билеты, вот это вот что, думаю, там, с гитарой это все сложно, думаю,
плевать, я уже не могу терпеть, мне надо выехать с этой зоны бедствия какого-то. То есть Екатеринбург оказался для меня, ну, такой могилой какой-то, что я в нем уже тону. Было принято решение двинуть в сторону в Беларусь. И в итоге вот на тачке туда двинул и долетел туда за 3 дня. И потом с этой машиной, конечно, я просто ее, можно сказать, подарил. Потому что когда объявили мобилизацию, я был в 100 километрах от границы. То есть я туда еще заскочил вообще без каких-либо проблем. Но только я заскочил, пошли чистки, пошла шерсть, как бы. То есть прям, ну, ходили и переписывали машины с российскими номерами, где стоят во дворах, чья машина, начали пробивать. Но это ты еще в Белоруссии был? Да, да, это я вот только заехал, началась Ага. мобилизация, то есть буквально через 3 дня товарищи милицейские в Беларуси стали ходить по всем подъездам и смотреть, Кто там шкерится, да? Да, у кого машины на российских номерах, и пробивать. А товарищи белорусы, они достаточно хорошо разглашают информацию, они знают, чьи это номера, и, соответственно, ну, особо скрыть там было невозможно. И, то есть и люди даже ставили машины как бы совсем в других там, дворах, чтобы совершить какую-то путаницу. И в итоге ты в Беларуси сколько просидел? В Беларуси просидел я полгода. Вся задача у меня вообще, опять же, то есть в Беларуси не было такого, что я сейчас вот только что-то соберусь и, значит, поеду в Аргентину. Ты просто приехал? Да, туда? я просто Без приехал. всяких планов, по Вообще, то есть у меня уже даже как бы спустя месяц жизни в Беларуси, то есть у меня остался единственный близкий человек, это брат. И вроде как, ну, с братом я такой, да вроде особо куда-то ехать и не надо, что и здесь можно жить. Вот. Но потихоньку, опять же, общаясь, там чуть-чуть поработал в Беларуси, общаясь с людьми, я такой, ёп-макарёк, у вас же, ну, та же ерунда, вы абсолютно такие же, то есть так же люди не говорят там правду, так же все с шорами на глазах. И прочие социальные проблемы. Я понимаю, что ну нет, я здесь тоже не могу находиться. Ты же в Беларуси полгода, что ты решил двинуть-то в Аргентину? Да, я сижу в Беларуси в полгода, меня немного успокоительные берут. Но Прибивают. Да, я сижу стабильно на успокоительных, и в какой-то момент, откровенно говоря, что в какой-то момент я понимаю, что успокоительные, ну, перестают уже работать, и мне надо увеличивать дозировку. И я такой, ну, это уже край какой-то, опять еще один какой-то край, что я и здесь не могу находиться, потому что внешняя среда, в которой я как бы существую, она мне тоже не нравится. А я еще человек с больной головой, откровенно говоря. Ну, я понимаю, что и в Беларуси я долго как бы не проживу спокойной жизнью. То есть я где-нибудь снова куда-нибудь полезу, потому что по своей сути вот я бунтарь. То есть, опять же, говорить, если немного о биографии, у меня есть случаи, когда несколько раз я светился в новостях Екатеринбурга, и это были достаточно, ну, то есть часть отделов ГИБДД, полиции Екатеринбурга меня искали. Я бунтарь, я не могу молчать. Сколько-то меня хватает, вот держать рот на замке и ничего там не говорить, но потом из меня оно начинает хлестать, и я уже не могу себя остановить, и как бы я буду говорить правду такая, какая она есть, и даже если меня потом, ну, за это побьют, но я все равно скажу. В итоге, короче, ты оказался непонятно каким образом в Аргентине. Ну, опять, то есть у меня основная задача успокоить была свою голову. Конечно, но, откровенно говоря, меня спасли медитации. Медитации, некие практики. И вот как только я почувствовал в себе силы, что я готов куда-то двигаться. Из Беларуси. Да, то есть, а вариантов на тот момент, то есть если бы я собирался еще как бы, ну, до мобилизации, когда я выезжал и мог бы что-то решать, я бы, наверное, не выбрал Аргентину. Но так как у меня уже вроде как было представление, что вроде куда-то туда все еще что-то поехали, и визы никуда уже не, ну, то есть это одна из стран, куда ничего не надо ты. И это было у меня определяющим фактором, потому что я сложности уже не мог и не хотел преодолевать, чтобы
делать какую-то визу, еще что-то. Я просто хотел так же, наверное, как и ты, убежать. То есть, да, это, говорить прямым текстом, просто убежать. Ну просто убежать от всего происходящего, Да, непонятно от чего, просто от всего. Да, от всего, и это единственное направление, которое не вызывало никаких сложностей, там, дорогой билет, но и там обратно еще вот эта вот вся история, куда нате эти деньги, Везите меня. выпустите меня отсюда, мне плевать, что произойдет там, абсолютно уже плевать, но здесь я быть не готов. Соответственно, оказался здесь и оказался, я просто взял билеты и прилетел. То есть не смотрел там Airbnb или еще что-то. Я просто летел. Я просто полетел в Аргентину. То есть даже добравшись до Бразилии, я такой, я не знаю, долечу я до Аргентины, потому что я не знаю языка никакого. Оказалось, что я даже вот в стрессовой ситуации мозг вытаскивает. Я начинал учить английский язык, да. В английский нет, в школе я учил немецкий. Вот такую мне подсуропили родители. И, более или менее каким-то образом, даже оказавшись в Бразилии, я такой, хотя бы в Бразилию уже, может, даже если до Аргентины не долечу, хрен бы с ним. Но в итоге долетел до Аргентины, и вот я вышел в аэропорт и такой, долетел. Что дальше? Все, то есть абсолютно не понимаю, то есть я никогда не искал никакие отели, не понимаю, как что устроено, какие цены, где менять деньги, что вообще делать, то есть и, опять же, блогеры, которые снимают вот эти все прекрасные видосы, что небоскребы на заднем фоне там. Все, значит, европейское, там тыры-пыры, растопыры, это не только касаемо Аргентины, что все хорошо. А ты приезжаешь, и ты не видишь этого хорошего, потому что ты вот в лоб с жизнью. У тебя нету... сейчас машины поедут. У тебя, получается, нету никакой информации, ты никак не подготовлен. Это, конечно, тоже вот из практик меня это, побило об стенки. Но по факту-то проблема в чем? В Аргентине или не в Аргентине? Проблема, опять же, я вернусь к России, вот откуда растут ноги. Мы, допустим, в России не изучаем английский язык, и я теперь понимаю, почему, и вообще какой-то другой язык не изучаем. Потому что, когда раб говорит на всего лишь одном языке, он не сможет понимать других, и, соответственно, эту скотину проще держать за забором. И понимая другой язык, соответственно, ты можешь начать делать какие-то выводы. То есть получается, проблема, в общем-то, изначально от того, что мы недостаточно глубоко подготавливались к переезду. Да, и мы такие к этому переезду вообще не готовился. И мы такие приехали, а что в Аргентине на русском не говорят и рубли не принимают? Это что, это охереть можно. Современный мир, вы, рублями не пользуетесь. Вы что, вообще что ли? А как вы разговариваете? Как нам вас понимать-то? Просто мы ищем в другой стране, мы сюда приехали, посмотрели каких-то блогеров, какие-то сказки, и ищем здесь чего-то, того, к чему мы привыкли. Но, ребят, камон, это другая сторона планеты, Тут свои правила, ребят. Да, вы куда ехали? Опять же, это показывает нашу с тобой, необразованность, неосведомленность, и, некую бедноту. То есть мы не путешествовали, мы с тобой не путешествовали никуда, нигде ничего не смотрели. Слабоумие и отвага. Я не знаю, как ты, я никогда нигде не был, просто рванул. В Турции посидел, там тоже был культурный шок, просто не культурный, а языковой в первую очередь шок. Сейчас снизу снимаешь. Да. Не камильфо. Давай. На кадре будет хреново. Так и вот вопрос у рабов. Чего вы нас не научили-то языкам разным? Да, это, опять же, мы, конечно, вернемся к политике и к... Да нафиг политику, бро. По все... сути, я просто понимаю, что, Аргентина и не обязана, наверное, на русском разговаривать и рубли принимать, вообще правильно? Вообще ни разу. И это, по сути, я понимаю просто вот этот весь негатив, который у меня там идет, но он связан с тем,
что у нас матрица видения мира и понимания, то есть она там одной формы, мы, то есть, грубо говоря, как будто, ну, квадратную раковину пытаются в круглый тазик затолкать, оно не сходится. Разные абсолютно формы, как бы. А мы со своей квадратной раковиной, потому что мы уже видим мир вот таким, мы сюда приехали, типа, чё оно не садится один в один, чё оно не сходится. Тут же, братан, вообще, мне кажется, вообще пофиг, кто на каком языке говорит, тут важно, что ты по жизни хочешь. И вот, то есть, есть правила, какие они есть, вот такие, ты это не изменишь. Да, да. Тут важно понять, что тебе надо, и свою линию развивать. Это ключевая фраза, ты как раз сказал, что ты хочешь. Что ты хочешь? Это основное. А мы все, ну, мы не будем, мы все, ну, я лично уехал не потому, что я что-то хочу, а потому, что я просто не хочу быть здесь, вот. А что я хочу, я не понимал. Вот. И я приехал, а тут не то, что я хочу. Так я и не знал, что я хочу. Вот в чем ситуация-то. Я знал, что я не хочу. А что хочу, я не знал. Как бы вот, ну, настолько у меня не было там приехать в Аргентину, там, купить дом, завести корову, да, такого списка у меня типа не было. Я просто уехал оттуда, приехал сюда. Тут все не сходится с тем, к чему я привык там. И ты типа такой, ну что тут не так живут, как у нас? Типа, вот в этом основной рождается негатив. И какая-то претензия к тому, что типа, а что у вас вот все не так, как у нас? Так у них здесь так было до нас, так и будет после нас. То есть, что мы хотим-то, как бы, ребят? На самом деле, просто, ну, если это все понять и принять, реальность такую, какая она есть, что, ну, Аргентина это Аргентина, там, Россия это Россия, Беларусь это Беларусь, то Аргентина, я вот сегодня ехал на электричке, купил 2 чашечки кофе. Кофе продают тебе и в электричке, и возле электрички. Ты можешь просто через турникет пройти на станцию, заплатить деньги, а потом увидеть, что кофе остался на той стороне, подойти к проверяющим, сказать, блин, братан, кофе хочу, а оно там. Он скажет, выходи, иди покупай, потом заходи. Просто подойдешь, скажешь, братан, карточку дома забыл, денег нет, запусти. Он скажет, заходи, он даже не будет спрашивать, вникать, типа, в автобус зашел, там, типа, денег нет, ну, езжай, там, ну, то есть... И это я просто, ну, здесь вообще другой менталитет, и, ну, я понимаю на самом деле, что здесь очень много свободы, той, которая мне нравится, да, какая-то, что-то всегда придется менять, если ты уезжаешь, твой организм, твоя психология уже подстроилась вот под эту там квадратную раковину, да, под свои свободы, под свои лишения. Сюда ты приезжаешь, получаешь другие свободы, но ты тут же такой, а те мои свободы где, типа, я же вот типа, я же хочу все объять, всю свободу. Да, и тут цепануть, и эту зацепить, типа, чтобы полноценнее как-то оно было. Чтобы все только хорошее, но оно в любом случае придется что-то получить, что-то отдать. Да, у всего есть своя цена. Еще раз спасибо, человек. И, допустим, ну вот про то, что ты говоришь, да, тут есть свобода определенная и... Определенно не свобода. Да, определенная свобода, но в сочетании, скажем так, вот этой перетряски и то, что я бежал от чего-то и прибежал сюда, и вся эта ситуация, ну, как бы... Когда ты приезжаешь абсолютно вот в никуда, лично у меня получилось так, что с пустой уже головой, ну как с разбитой головой, да. То есть из нее все вытекло уже. Вот. И у меня получилось собрать себя заново. И я, можно сказать, ну, должен Аргентине, то есть я должен гитаре, должен Аргентине. А вся эта ситуация меня спасла, и когда я уезжал из России, я уезжал из того, что я не хочу. А приехав сюда, я понял, что я хочу. То есть, как я хочу, но это тоже, как бы, я достаточно радикальный человек, оно сложилось в формате, что, да, опять же, беря мою историю, как я здесь живу, но, то есть, у меня есть накопление, то есть, я копил еще с 2013 года, я понимал, что черный день у меня, вероятнее всего, с моими Ты сейчас так говоришь, люди будут слушать и думать, что ты сюда, наверное, с миллионами. Да нет, обычный работяга, сколько он там накопит, то есть часть денег я, конечно, просрал в России на попытки выстроить семью, но это уже другая тема. То есть деньги есть, но их не так много. То есть я чуть подкопил. Основная часть получается, опять же, вытекающая, когда я в 2013 понял, что какая-то хренья идет, я такой, а можно я буду создавать кредитную историю еще?
Ну вот, чтобы мало ли что. Ну и, откровенно говоря, то есть перед уездом, конечно, кто-то это осудит, но мне, собственно говоря, абсолютно у каждого свое мнение. Я набрал кредитов со всех мест, где мог их взять. То есть до меня только то есть у меня были как бы каналы, которые наработаны, я понимал, что могу там взять. Но, допустим, эти микрозаймы я только уже в последний день такой, микрозаймы, но я уже не могу, я поехал. У меня долгов прилично, сейчас арестовано много чего, то есть как бы у меня было ИП, соответственно, ИП сейчас тоже, ну, то есть идет по этому всему, у меня там процессы как бы судебные, я так полагаю. Я, откровенно говоря, не знаю, потому что госуслуги отсюда не работают. Извините, я не могу зайти, Россия что-то порешай с этим, чтобы... Спасите русских в Аргентине. Да, может быть, я и хотел вернуть вам деньги, да как я на госуслуги не могу зайти? Так, мы вот переходим на какой-то свет, давай. Ни на какой. Ни на какой. Ну, мы просто вот, мы могли бы идти по прямой, и этот человек бы тормознул. То есть тут вот свобод, то есть кто на дороге себя увереннее чувствует, тот и прав. Вот это нормально. У меня сложилось понимание, что в эту систему, конкретно в аргентинскую, встроиться это будет, ну, реально взрыв башки. Мне еще везет, что я приехал с разбитой этой головой. А те люди, которые приехали с каким-то сложившимся пониманием, особенно вот я об этом и говорю, что со своими правилами, да, российским представлением. Есть истории, я не знаю, почему никто о них не говорит. Есть истории, люди, которые приезжали с Украины, там, с СНГ, с бывших стран, сюда, там, 10 лет, 20 назад. Некоторые из них по сей день не встроились в систему. Они не понимают, что тут делать. Они просто лежат и как вот надо куда-то идти, то есть не понимают, они не приняли... Слушай, ну вообще не факт, что они в систему не встроились, не факт, что они вернулись бы и там бы не лежали точно так же. Ну, да, нет. Это тут никто, пока, ну, оно вот мы можем только констатировать, что здесь они лежат. А что бы они делали сейчас, вернись домой, потому что я знаю истории, когда люди лежали в одной стране, приезжали в свою страну и ложились и лежали там просто. Я с тобой согласен, все зависит от личности, то есть насколько ты вообще готов и хочешь перемен, потому что все перемены стоят чего-то. Времени, денег, энергии. Жизнь тебя спросит в любом случае, что какой бы ты святой там не был, с тебя спросит материальная составляющая этого мира, она с тебя спросит безусловно, за все нужно платить. Так и что ты понял, что тебе, что ты хочешь? Ну сейчас я занял некую радикальную позицию, она, конечно, у меня была всегда, но я, скажем так, вот из-за страхов, когда надо содержать там семью, быть ответственным человеком, вот это вот все, оно типа, ну да, я вот вроде, вот это мне надо, но еще вот как бы, нет, я хочу одного, но надо выполнять то, что надо еще как бы. Сейчас я такой, все, глядя на то, как живут аргентинцы, они меня вдохновили. Я больше то, что надо, делать не буду, не хочу, отказываюсь. Я буду делать то, что я хочу. Слушай, можно сказать, что ну ты здесь как будто как-то перезагрузился, да, винду переустановил. Типа машина та же самая. Да, у меня был бэкграунд. Достаточно долго я занимался всеми этими штуками в голове, потому что они всегда меня волновали. И всегда я достаточно подозрительная личность. Мне факты какие-то жизненные просто в голову нельзя положить. Я всегда их ставлю под сомнение. И это один из и плюсов. То есть жизни в России, когда я это делал, это был большой минус. Когда я переехал сюда, для меня это теперь большой плюс. Нас обременяют, к сожалению, наши же близкие своим восприятием на это. Мне, условно говоря, повезло, я всех похоронил. И не осталось людей, которые бы меня критиковали, что ты делаешь. То есть, если бы, ну, вот, взять мою маму, если бы она знала, что я сейчас делал, то есть, она и сейчас, наверное, переворачивается в гробу. А родственники мои, которые вот потом узнали, что я сделал, то есть, ну, там все, там был взрыв головного мозга. Типа, у нас, значит, один из наших родственников бомж в Аргентине. Что? То есть, и это все, когда ты в этой среде живешь, оно на тебя, ну, давит, влияет, и
как под этим давлением Общественное жить? мнение. Да, как под этим жить, то есть... И, наверное, от этого возникают вот эти очень жесткие противоречия в голове, которые, в общем-то, вызывают избыточное вот это какое-то напряжение, что у тебя как бы Да. желания одни. Опять-таки, вот это, получается, мы говорили о том, что не сходится наша российская матрица с аргентинской, когда мы сюда приезжаем, но у нас и в России не сходится наша внутренняя матрица с наружной матрицей. Да, и тут, И, собственно, в общем-то, ну, мы сталкиваемся с тем же самым конфликтом и в своей стране. Да, один только поиск себя, то есть я не скажу, что переезд вот прям там, Панацея. стоило это того, да, что нет, не обязательно переезжать, можно сделать все в своей голове, зависит от ситуации, то есть, зачастую мы затягиваем ситуацию уже до крайней точки, когда не остается выбора, и мы такие, все, уже надо что-то делать. Но тут справедливости ради можно заметить, что и переехав, нету гарантии, что голова почистится. Вообще нет гарантии, я бы Да, сказал, нет, что нет. наоборот, те, кто переехал, совершил, да, большой этот шаг, но я думаю, больше 50% этих людей, вернутся. Больше 50 вернутся, потому что они не смогут адаптироваться к другой Состыковать системе. матрицу, потому что они приехали, это, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом. Это вот никогда эти пословицы ни хрена не поймешь, пока ты на своей шкуре вот это не прочувствуешь эту метафору. Да. Ты да. со своим мироощущением приехал в другую страну, здесь все по-другому, ты такой, какого хрена? Какого хрена здесь аргентинцы не разговаривают на русском и не расплачиваются рублями? Язык-то хрен бы с Не, ним, я хрен бы образно с ним, говоря, как бы, да, все но- остальное туда же, как бы, все туда же. Это другая страна, другие люди, у них другие правила, они живут по-другому, они не обязаны жить там, как живут люди в России. То есть, и уезжая по каким-то причинам из России, ты должен либо четко понимать, куда ты хочешь ехать, но ты опять-таки можешь Так, обмануться. в том-то и дело, ты не можешь, у тебя нет этих данных. Да. Смотришь всех товарищей с различных да. платформ, в любую страну возьми почти. Есть те, кому там хорошо, есть те, Всё кому там замечательно. плохо. Да, Опять-таки наш выбор, кого смотреть, какими глазами, там, Да, восторг, да, из да, какой да, точки, да, да, то есть да. какое у тебя, в твоем, где ты сейчас находишься, какое у тебя положение дел. Потому что в одном состоянии можно одно смотреть, понимать другое в другом. Это вот такой момент. Что мы смотрим, что мы думаем. Все относительно. Мы хотим, конечно, видеть больше то, что нам Хочется. нравится. И И тоже... уехать отсюда, откуда нам не нравится, хоть куда-нибудь, и в надежде, что там будет лучше. Это... Один из вопросов, чтобы жить в другой стране, ты должен быть как-то легализован. Если ты, допустим, не такой отпаянный, что типа, плевали вообще, простите, себя в пример приведу, то есть мне насрать, то есть у меня весь выход, если что-то не получается, через океан. Все, то есть я не буду там что-то распедаливаться, вставать на колени, просить у этой жизни или спрашивать, что я делаю не так и почему, от чего, и политика и так далее. То есть, нет, все просто. То есть здесь опять же у аргентинцев можно поучиться неким моментам. Не все, но они здесь умеют жить просто. Что в России, допустим, я думаю, просто жить может только 1%, а то и меньше. Летел в Аргентину, вышел из самолета. Какие дальнейшие планы, действия, цели? Это, собственно говоря, и было один из моих выборов. Без цели, без плана, вот оно пускай идет, как идет. Потому что, ты же уезжаешь откуда-то, И неизвестно куда уже. Да, тебе какая разница тогда, что там тебя ждет впереди, если Но ты... включаются, вот о чем мы и говорим. Но по итогу прилетаешь, и все равно включается вот этот момент, что прилетел, что-то тут не то. Что-то не то, что-то как-то, то есть, вот я прилетел, да, то есть, и что, надо, понятно, что надо где-то переночевать. Но в итоге я доехал до города, опять же, то есть, я сел в автобус, во-первых, но один из приколов было, что захожу в автобус, и ты же без этой карточки, которой ты не можешь, то есть, я говорю, наличными хоть какими-то можно? Нет. И, соответственно, ты, как мне теперь отсюда уехать? Благо, люди понимают свою страну, да, и человек мне предложил, давайте я за тебя заплачу, потому что, другого выбора-то нету, ты где эту карточку в аэропорту, она не продается, по-моему, не знаю. И в итоге я бесплатно доехал до... я хотел, кстати, ехать, одно из казусов,
что я хотел ехать до того района, где я сейчас живу. Мгм. Ну, то есть и по дороге с парнем разговаривали, он, ну как разговаривали? С каким парнем, бро? Да. С кем ты уже в Аргентине разговаривал по Ну, дороге? когда я сел в автобус, то есть человек видит, что ну какой-то человек непонятно откуда ехал у меня. Какой-то непонятный Да, человек. я приехал же с гитарой и с лентовской сумкой. То есть вот у меня ни чемодана не было, сумка, лента. Вот эта большая, которая есть. И я, значит, с ней, то есть все, вот у меня больше ничего и не было. Он смотрит, ну ты явно отпаянный откуда-то чешешь. Он пытается у меня что-то узнать, а я же, ну, на ломаном английском, вот, я не знаю, как мы с ним. Но в какой-то момент я понимаю, что он мне говорит, тебе не надо доезжать, до куда ты собрался. То есть там, ну, не совсем благополучный район. Я такой, да нормальный район, Лобока, что? Но крайняя точка этого автобуса. И опять же, вот, можно было там засуетиться, собирать какую-то информацию в телефоне, где выходить. А я, ну, не знаю, где выходить вообще. Он мне в какой-то момент, он говорит, вот сейчас, там, через сколько-то будет остановка, там выходи. Я такой... Да ладно, Да, выйду. то есть, а какие у меня варианты? Ну, я этого человека не знаю, то есть, кто он, что он. Ну, окей, он сказал, выходить. Я такой, ладно, взял шмотки и просто вышел. Вышел и такой, а дальше что? А дальше подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить второй выпуск. Напишите комментарии, если еще не написали. Если написали, напишите еще. И ссылка на канал этого странного человека в описании. Подписывайтесь, он там рассказывает про свою лухари жизнь в Буэнос-Айресе. Я вообще жду хейтеров. В основном я жду, если появятся хейтеры, мы, значит, стали популярны. Смог, я не справился. Назад тебе вообще некуда, чувачок. Либо топай, либо помирай. Оказался в подвале, там заявку вселенной отправишь, оттуда ты не вернешься. Очень много одежды у меня с помойки. Надо купить биткоин, продать биткоин. То есть стиль типа бомжа. За год я прожил на эту $1000. То есть А ты счастлив? я счастлив.